день. Третий день гонки Transcontinental Race. Просыпаюсь в гостишке в городе Сан-Висенте-де-ла-Баркера на берегу Бискайского залива. Поспал около 5 часов, в целом неплохо. Выдвигаюсь в 6 часу утра. Прибрежный городок еще как будто в глубокой ночи. Пусто, желтые фонари освещают улицы, все закрыто. Поначалу ехалось ничего, но потом сонливость нагнала. Присел на закрытые заправки позавтракать бутербродом. Сижу, отдыхаю, кушаю бутерброд. 22 или 23 километра проехал. Ну, что-то как там. Вчера с утра было веселее. Погода хорошая. Это 22 градуса. Кажется, даже в спину небольшой ветерок поддувает. Посмотрим, что будет дальше. Дальше было напоминание, что я все еще в западном полушарии. А потом я вылетел на эту брусчатку со спуска на скорости 45 км в час. Сон как рукой сняло. После 7 часов быстро расцвело. Пока ехал по ничем не примечательному астурийскому захолустью, обдумывал мысли. План на сегодня очень простой. Не умереть, зачеркнуто, проехать как можно больше на восток в сторону Пиренеев. До следующего контрольного пункта больше 600 километров с несколькими перевалами, и доеду я до него в лучшем случае только завтра к ночи. Размышления и калькуляции в какой-то момент прервало осознание того, что кожу на внутренней стороне правого бедра немного жжет. Оказалось, дело в моей нарамной сумке. Вообще, она огонь. Держит форму, реально непромокаемая и с удобными карманами. Однако полоска ткани, прикрывающая молнию, едва заметно терлась о кожу. Это подбешивало, так что проблему решили старые добрые ножницы. Погодка была идеально велосипедная, где-то градуса 23 и с плотной облачностью, закрывающей солнце. Дорога все шла и шла по довольно непримечательным сельскохозяйственным угодьям, иногда пересекаясь с магистралью А8. Примерно в 10 утра облачность временно дополнилась освежающим дождем. Ни одного утра еще пока не обошлось без дождя. Чем, конечно, немножко напрягает, но я по-прежнему считаю, что это лучше, чем палящее солнце. Еще примерно через час дождь закончился. Переехав через несколько холмов, я снова оказался прямо на побережье, а затем дорога опять пошла вверх. Участники попадаются все реже и реже. Если вчера, мне кажется, на каждой заправке я видел одного-двух, и кто-то догонял, кого-то догонял я, то сегодня вот это третий за 130 километров уже. Вот. Все как-то распределились. Плюс многие едут параллельным курсом чуть дальше от моря. Но при планировании маршрута мне показалось, там больше гор. Хотя куда больше, я не знаю. Аузо гуз тиан замаланак изан язык. Кажется, я доехал до страны басков. И действительно, к 2 часам пополудни я въехал в Бильбао, столицу автономии. Было очень здорово наконец обнаружить себя в большом городе с микрорайонами и многоэтажками. От деревенских пейзажей за 3 дня я уже немного устал. В кафетерии на заправке накупил пирогов с разными начинками. Будем обедать. После обеда стал потихоньку пробираться через Бильбао. Пробки, перекрестки, туннели. Велодорожек через город нет, еду по проезжей части. В общем, я, конечно, мог его объехать стороной, но было все же интереснее устроить себе небольшой городской экспресс-тур. Итого, кажется, я потратил минут 40 на пересечение всей агломерации с запада на восток. Единственный пригодный выезд из города шел по довольно шумному дублеру автострады. Пару раз мне сигналили, возможно, я проглядел велодорожку при планировании маршрута, но так или иначе деваться мне было некуда. Скоро свернул в какой-то городок, посчастливилось увидеть местный рельсовый транспорт. Скоро погода опять подпортилась. Кажется, дожди тут идут не первый день. Выехал на блестящую от дождя велодорожку и километров 10 или 15 ехал по ней вдоль шумной автострады. Такое себе удовольствие, но все же лучше, чем по узкой обочине. На подъезде к городку Эйбар меня догнал участник из Молдовы Драгомир Титей. Какое-то время ехали с ним рядом, но друг у друга на колесе не сидели. Это правилами гонки запрещено.
Выехав из города, мы еще какое-то время ехали неподалеку друг от друга, через зелень холмов и эстакады все той же трассы А8. Однако через какое-то время мы разъехались в разные стороны. Драгомир продолжил движение прямо, очевидно планируя вернуться на побережье и исследовать границы с Францией. А я свернул направо, так как намеревался ехать дальше на восток вдоль южных отрогов Пиренеев. Во избежание географического контуза мне нужно сделать здесь небольшое лирическое отступление про стратегию и планирование маршрута. На этой тепловой карте представлено разнообразие маршрутов индивидуальных гонщиков от первого контрольного пункта в Пикус де Европа, где я был вчера, в сторону обязательного участка и второго контрольного пункта в Пиренеях, рядом с перевалом Турмале. Красные жирные линии – популярные маршруты, голубые точки – единичные проезды. Далее. На этом куске карты отмечен второй паркур длиной около 100 километров. Он обязателен к проезду, поэтому тут вариаций нет, все гонщики ехали по одному маршруту. Старт участка на склоне перевала Пуртале с французской стороны. Далее маршрут идет через перевал Коль-до-Биск, спускается вниз в речную долину, затем идет вверх через перевал Турмале и снова вниз ко второму контрольному пункту. В общем, было два варианта приехать к началу этого желтого спецучастка. Многим, и мне в том числе, показалось, что приехать к нему с юга из Испании выглядит наиболее логично. Мой маршрут просто вливался в спецучасток и далее шел по нему. Однако многие, почти половина гонщиков, решила приехать к началу паркура с севера, подняться примерно на отметку 1000 метров над уровнем моря, развернуться на 180 градусов, ну и далее следовать по спецучастку. Соответственно, одна группа участников, чтобы приехать к началу паркура с юга, после Пикус де Европа отъезжала от береговой линии вглубь материка и через город Памплону ехала далее к югу от Пиренеев на восток. Участники другой группы, наоборот, ехали вдоль берега моря к границе с Францией и дальше по равнине подъезжали к Пиренеям с севера. А теперь барабанная дробь и внимание, каков был мой путь от первого контроля ко второму. Ничего не напрягает? Возвращаясь к нашему с Драгомиром разъезду в разные стороны, то был, я думаю, тот самый момент, когда я поехал по своему специальному маршруту. Плата за уникальность вот на этом видео. Друзья, я задолбался. 220 километров и 3500 набора уже. Безусловно, были и плюсы. Например, вокруг было очень красиво. Все время попадались милые деревушки. Очень мало машин и почти 0 человеков. Дневной пробег приблизился к 250 километрам. Я, наконец, подъехал к последнему на сегодня серьезному перевалу. Петляющая наверх через рощу платанов и эвкалиптов дорога шла в комплекте с приятным градиентом градусов в 5. Но все удовольствие подпортил снова зарядивший дождь. С другой стороны, осадков уже не было, а спустившись вниз, я понял, что, кажется, этот последний перевальчик служит преградой для дождевых облаков. Вокруг пейзаж был, как ему и положено в Испании в середине лета, выжженным и с преобладанием бурых и коричневых оттенков на глади полей. День клонился к завершению, оставалось совсем немного до Памплоны, где я еще днем во время одного из привалов забронировал номер в отеле. По пути проехал через несколько симпатичных деревушек. Кстати, судя по названиям, это все еще баскские территории. Дома ухоженные, с цветочками, любо-дорого смотреть. Из гористых областей я выехал, но здешний рельеф равнинным я бы тоже не назвал. В сторону Памплоны с запада поддувал легкий ветерок, так что ехалось довольно весело. По пути в наступающих ранних сумерках стали видны мерцающие огоньки редких попутчик. Это сильно подняло настроение, потому что всю вторую половину дня я ехал в гордом одиночестве и даже иногда спрашивал себя, а туда ли я еду. В город вела прямая как стрела дорога. На место приехал уже по темноте и не успел в супермаркет. С собой почти ничего не осталось, так что поужинал какими-то завалявшимися в дальнем кармане батончиками. А теперь в душ и спать. День получился насыщенный, больше 300 одолел, на набор даже смотреть страшно. До завтра.